Следующий уровень начинается в лифте. Какое-то время мы просто едем АФК, переключаемся на двойные береты. Перед входом вот в эту дверь сейвимся. И нам нужно разбить вот эту вот коробку, которая находится справа от красной. В ней находятся патроны к Инграму. 100 патронов это довольно много. Здесь есть два варианта. Либо мы делаем кувырок вот в эту открытую дверь для того, чтобы не получить урона из шотгана. Либо мы прислоняемся вот так вот к этим ящикам и спокойно проходим на 100 FPS. Давайте я покажу. Либо мы делаем кувырок, либо прислоняемся к ящикам, проходим вот так. Это чуть быстрее. Вот эта дверь примечательна тем, что она открывается только с этой стороны. То есть ее вам открывают враги, и вы должны успеть в нее зайти. Если вы не успели, то вам придется вот здесь разбивать ящики, идти по длинному маршруту, это все долго. Возможно, быстрее даже загрузиться. После того, как вы войдете в эту дверь, вот здесь есть еще вот этот враг. Он вас увидит, и иногда бывает такой не очень приятный рандом, что он агрится на вас, и это провоцирует агр вот этих противников. Как сделать стабильно, чтобы он на вас не агрился, честно говоря, не знаю. У меня почему-то это довольно редко происходит, то есть я даже не могу это специально вызвать как-то. Вот у начинающих раннеров такая проблема есть, что они заходят сюда, пытаются зайти вот в эту дверь, и у них вот эти вот два противника уже где-то вот здесь находятся, и, естественно, чувак с шотганом сразу выносит Макса. Ну, в качестве альтернативного варианта можете его вообще убить. Вообще этот враг довольно неприятный, вот этот, потому что как только он на нас сагрится, он будет нас после этого преследовать до конца уровня. И в самом конце уровня нам придется немножко вернуться назад. Он может очень много проблем нам доставить, поэтому новичкам, возможно, следует его убивать. Но я покажу, как его можно убить, не потратив очень много времени. Если вы слышите вот этот разговор этих двух противников про вампиров, значит все нормально, они на вас не сагрились. Можете спокойно заходить. Здесь мы убиваем только вот этого врага. Да, кстати, если у вас все плохо со здоровьем, то вот здесь на стене хилки есть. Ну, напоминаю, да, что подбор хилок это таймлуз всегда. Надо стараться без этого проходить. Переключаемся на дробовик, делаем прыжок наверху лестницы. Здесь сейвимся, убиваем вот этого противника и подбираем ключ со стола. Без ключа мы дальше пройти не сможем. После того, как подобрали ключ, делаем кувырок, переключаемся на гранату и кидаем ее в пол примерно вот сюда. Скипаем хилкам. И вот здесь как раз выходит обычно вот этот враг с дробовиком, про которого я сказал, который преследует нас до конца уровня. Значит, смотрите, если вы начинающий игрок и, ну, скорее всего, у вас будут проблемы с менеджментом здоровья, вот здесь на стене есть аптечка с двумя хилками. В то время как вы ее подбираете, вот этот фраг как раз подбегает на более близкую дистанцию. Вот вы, допустим, подобрали хилки, его можно будет... Ну да, он меня отхуярил, это, кстати, неожиданно. Хорошо, дубль 2. Ну, то есть вот так вот можно его будет убить, для того, чтобы он не доставил слишком много проблем. Но я этого сейчас делать не буду. Так, бежим вот сюда и спамим кнопку взаимодействия для того, чтобы скипнуть хилкам, когда граната взорвется. Дальше, вот в эту дверь лучше всего заходить с диглом в руках. Это наиболее эффективное оружие для следующей перестрелки. И нужно заходить в нее на кувырке вправо. Почему на кувырке? Потому что как только Макс дотрагивается до этой двери, игра перехватывает контроль. То есть мы не можем пройти дальше до того, как мы скипнем комикс. Но если мы войдем в нее на кувырке вправо, то, естественно, анимация кувырка закончится, и тем самым Макс пройдет некоторое расстояние вот в этой касцене. Здесь ставим хедшот этому врагу. Нужно, напоминаю, целиться выше головы. И дальше нам нужно убить Рика Муэрта. Рика Муэрта нужно 4 хедшота из дигла в голову. Здесь я включаю bullet time, такая вынужденная мера, потому что не совсем понимаю, как вообще без bullet time его здесь убить быстро. Есть еще, в принципе, страта на индивидуальный уровень.
Здесь, там Рико Муэрто можно не убивать, можно только в станлок кинуть, но я покажу это чуть позже. Значит, после того, как мы его убили, переключаемся на двойные береты, сейвимся и выходим из буллет-тайма. Дальше нам нужно войти вот в эту дверь, и есть два варианта. Либо мы делаем кувырок, но кувырок нужно делать так, чтобы вот желательно не попасть под огонь вот этого чела с дробовиком. Вот мне сейчас повезло, вообще говоря, желательно, наверное, не оказываться посередине вот этого коридора, то есть там, где я приземлился, он мог бы меня убить сейчас. Но мне повезло, он меня не убил. То есть это один вариант. Либо второй вариант, это мы вот так вот аккуратненько выходим из-за угла. Этих всех убиваем. Можно перезарядиться. Напоминаю, что можно перезарядиться быстро сменой оружия. Вот. И это тоже такой неприятный коридор, потому что, как вы можете видеть, здесь лучше засейвиться. Прямой коридор, и у врагов вижен прямо на вас. Вот здесь довольно такое неприятное место, потому что еще не хватает патронов. В берете нужно либо перезаряжаться, либо менять оружие. То есть крайне желательно убить обоих здесь, потому что нам потом нужно будет вернуться вот в это место. Если здесь будет слишком много врагов, то они нам доставят очень много проблем. Здесь для того, чтобы враг вот этот вот по нам не попал, нужно мансить. Мансить вот в этом коридоре, как я вот только что делал, то есть из стороны в сторону. Дальше переключаемся на дробовик, прыгаем в конце ступенек, этого убиваем. Собственно, страта на индивидуальный уровень, давайте я вам ее покажу, она довольно забавная. Мы байтим вот этого врага, чтобы он подошел поближе. Ну давай, подходи. И, значит, на 30 FPS мы должны запрыгнуть ему на голову. Ну и вот падаем вот сюда, и здесь будет конец уровня. Но это сейвит не так много на самом деле, что-то порядка 4 секунд, если сравнивать идеальное прохождение одной страты и второй. Значит, вот этот враг, который как раз преследует нас до конца уровня, вот он здесь сейчас. И он как раз может доставить очень много проблем, о чем я и говорил. Для того, чтобы закончить уровень, нужно нажать вот на эту кнопку Exit. Еще вот здесь находится аптечка с 2 таблетками. Если у вас все плохо со здоровьем и вы хотите похилиться, я рекомендую сажать только 1 таблетку. Почему? Потому что когда вот вы будете подходить вот сюда к выходу, ну здесь двери будут открыты после того, как вы нажмете на кнопку. Просто кнопка некоторое время только активна. Так вот, после того, как вы войдете вот в эти двери, будет кат-сцена. В игре есть несколько таких кат-сцен, в которые, если вы заходите и у Макса при этом был хил активен, то есть вы лечились, игра накинет вам дэмэдж, короче говоря, после этой кат-сцены, то есть на следующем уровне. То есть как будто бы таймер хила будет тикать, но при этом сам хил не будет идти. Вот как-то так мы стараемся пройти. Обязательно делаем, обязательно забираем инграм вот с этого противника. Да, еще забыл сказать, остался у меня здесь сейф или нет. Ну ладно. Наверное, проще всего начинать вот с этого врага, но это все довольно ситуативно. То есть зависит от того, где вот этот хуесос с дробашом находится. Собственно, что я хотел еще показать. Когда вы вот здесь вот проходите, ну и в самом конце тоже, есть, в принципе, пуси вариант. Я знаю, что когда вы делаете кувырок, то по вам не попадают. То есть это тоже как вариант пройти, если прям совсем не получается. Но, конечно, любой кувырок это таймлуз.